Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами сделаем вот такие вот игрушки. Я покажу вам, как ровно приклеить стразовую цепочку и еще несколько маленьких секретов. Работу я начну с того, что крест-накрест подклею узкую ленту. Подклеиваю я универсальным клеем ух. Он у меня с осликом есть, просто без красной вот этой этикетки. Он тоже очень хороший. И для удобства я перелила в аппликатор. Я наношу клей на ленту. И сначала первый ряд я подклеиваю по шву, где игрушка склеена. Вот он, вот тут есть такой шов. И очень легко, ровно вот так укладываю. Все хорошо подклеивается. И подклеиваю по всему диаметру. Вторую ленту я подклеиваю под 90 градусов от каждой ленты. И чтобы ничего не рисовать, я вот так ровно укладываю. Также смотрю, чтобы у меня здесь было 90 градусов. Сверяю обе стороны. Ноготком вот так отмечаю край ленты. Теперь переворачиваю ленту и наношу клей. Пальчик не убираю, там у меня будет край ленты. Нанесла клей. И теперь ленту укладываю по краю, вот где у меня пальчик. Все, лента у меня легла ровно. Вымеряем отрезок ленты, который нам нужен. Лишнее обрезаем. И, конечно, обрабатываем огнем. И продолжаем подклеивать. Теперь пришьем кисточку. И обычно вот этот пакетик всегда убегает. Я взяла строительный скотч. И вот так вот обверну. И вот эти краешки защиплю. И все. Пакетик никуда не исчезнет. Теперь беру иголочку и прячу узелок в кисточку. И закреплю еще на кисточке. Вот. Теперь пришиваем. Да, забыла сказать. Серединку я не подклеиваю. Ну как не подклеиваю? Оставляю вот эти 3 миллиметра не подклеенными, чтобы я могла пришить кисточку. Потому что если вы нанесете туда клей, вам будет трудно пришить ее. И сейчас пришиваю несколькими стежками. Продолжаю работу. Беру двойные полубусины и вымеряю расстояние до кисточки. И один ряд полубусин подрезаю. Именно посередине я одену кисточку. Так, что-то скользит, все не укладывается. Вот так вот. Полубусины я также буду подклеивать универсальным клеем. Можно подклеивать горячим клеем. И укладываю вот так, чтобы у меня зеленая лента была видна. И даю закрепиться. Затем также подклею со второй стороны. И пока у меня закрепляются полубусины, отвечу на вопрос. Он был сформулирован, что у меня не видно вот этих вот ниточек. Как я это делаю? Сейчас покажу. Ну вот вы видите, здесь у меня нету, здесь они есть. Когда я подрезаю, одну сторону я подрезаю вплотную к полубусинам. Вот сейчас вам покажу. Вот вы видите, получается чистая сторона. И подрезаю сколько мне надо. Вторую сторону, вот где остаются вот эти ниточки, стараюсь также подрезать. И если что-то остается, беру зажигалку и все обжигаю. И получаются чистые стороны без ниточек.
Другой ряд полубусин подклеиваем так, чтобы у нас образовался такой же квадратик между полубусинами. Вот вы видите, на таком же расстоянии. И продолжаем работу. Также поступаем со второй стороны. Подклеим стразовую цепочку и покажу вам маленький трюк, которым пользуюсь я, чтобы клей у нас не выползал нигде. Наношу совсем чуть-чуть клея и подклеиваю 2 звена. Просто накладываю наверх, где я нанесла клей, стразовую цепочку и даю закрепиться. Теперь я придерживаю пальчиком стразовую цепочку, отодвигаю ее и наношу клей на расстояние примерно полмиллиметра от полубусин. Вот так. Стразовую цепочку укладываю наполовину, где нанесен клей. Вот вы видите, не вплотную. Теперь я прижимаю чуть-чуть пальчиком и вот так передвигаю ее к полубусинам. Вот вы видите, никакого клея, все чисто и ровно. Продолжаем работу. И когда мы подклеиваем цепочку под углом, цепочки обязательно надо склеить между собой. Я укладываю цепочку вплотную здесь. И вот этот край я подклеиваю, придерживаю пальчиком. Вот цепочка, чтобы между собой склеилась, и даю закрепиться. И когда мы приклеиваем стразовую цепочку, никогда не держите шар именно за цепочку. Вот признайтесь, у кого было так, что подклеивали цепочку, а затем держали шар за эти цепочки, и у вас в итоге все сдвинулось. Вот оставляю 1 миллиметр, чуть-чуть прижимаю и пододвигаю. Она приклеится, стразовая цепочка приклеится и к шару, и к полубусинам. И продолжаю работу. Вот что у меня получилось. И подведем итог сегодняшнего урока. Сегодня я вам показала, как действовать, чтобы клееночка с кисточки никуда не упала. Как подклеивать стразовую цепочку, чтобы у нас не было клея. И также надо помнить, никогда не держим шар за цепочки, которые мы уже подклеили, если работаем с другой цепочкой. Только в случае, когда придерживаем цепочку, чтобы нанести клей. И готовый шар не сушим на поверхности, а обязательно на маленький крючок и подвешиваем. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и встретимся в следующем уроке. Пока-пока!